Пришли на объект через 2 недели и ужаснулись. Психологический шок. Его жена покрасит все бесплатно. На данный момент это самый оптимальный способ покупки строительных материалов. Служено в комментариях мне дали пиздюлей. Меня ругал заказчик за то, что я не украл материалы. Друзья, всем привет! С вами Павел Сидорик, канал о ремонте и отделке. Сейчас у нас полным ходом идут штукатурные работы. Ролик про штукатурку стен выйдет 10 числа, так что если вы еще не нажимали на колокольчик, то обязательно нажмите, чтобы не пропустить новое видео. А в этом ролике я расскажу про 10 самых распространенных ошибок при покупке и выборе строительных материалов, а также отвечу на самые популярные комментарии прошлого выпуска про перегородку из кирпича. Преждевременная покупка строительных материалов. Мне часто звонят заказчики, которые хотят сделать ремонт, но у них квартира или дом сдается через 6-10 месяцев. Заранее договориться с бригадой – это правильно, но почему-то у них всегда возникает, у заказчиков всегда возникает желание купить заранее строительные материалы. Этого делать не надо. Вы, будущие заказчики, должны понимать, что покупка строительных материалов сейчас – это дело одного звонка. Сегодня на сегодня, сегодня на завтра, сегодня на послезавтра, в крайнем случае. Позвонили и материалы вам уже привезли и подняли. Во-первых, без точного размера квартиры и проверки ровности стен и пола нельзя точно рассчитать количество материала. Очень часто материал, например, штукатурка, заказывается вообще после того, как установлены маяки и понятен будущий слой штукатурки. Бывает так, что заказчики за несколько лет до ремонта покупают какую-то плитку из определенной коллекции. И потом впоследствии, как всегда, чего-то не хватает и уже нельзя докупить плитку, потому что она давно снята с производства. Также покупаются часто вещи, которые потом в дальнейшем по техническим вопросам нельзя применить. Например, покупается полотенцесушитель с нижним подключением, а в итоге оказывается, что нужно было покупать с боковым. Ну и так далее. Я дальше буду перечислять пункты, они тоже косвенно относятся к первому пункту. Следующая ошибка – покупка всех строительных материалов сразу. Строительные материалы покупаются поэтапно. Обычно это 3-4 завоза материалов на объект. Если вы сразу купите все строительные материалы и во время выполнения черновых мокрых работ у вас на объекте будет лежать гипсокартон или ламинат, то эти материалы деформируются, их можно будет выкинуть просто на мусорку. Сначала покупаются черновые строительные материалы, штукатурка, стяжка, затем покупается профиль, гипсокартон, потом финишные отделочные материалы, шпаклевка, краска, ламинат, двери, ну и так далее. Вторая причина. Если вы будете просто объект захламлять строительными материалами, холодильниками, ваннами и так далее, то здесь просто будет неудобно работать. При покупке строительных материалов обязательно обращайте внимание на срок годности. У многих строительных материалов срок годности не такой уж и большой. У гипсовой штукатурки это всего лишь 6 месяцев. С просроченным материалом, во-первых, невозможно нормально работать. Если у вас штукатурка закаменела, то вы никогда не сделаете ровную стену. Во-вторых, вам качество никто не гарантирует. У вас элементарно может просто отвалиться плитка, а строители пожмут плечами и скажут, что раствор был просроченный, клей. Еще есть такой вопрос: поддельные строительные материалы. Это больше касается не Беларуси, потому что у нас практически поддельных строительных материалов нету, а России, Украины. Бывает так, что человек покупает какой-то поддельный мешок механизированной штукатурки МП-75. Она очень отвратительного качества, там просто один песок, и он потом на всех форумах пишет, что КНАУФ уже не тот, хотя на самом деле купил просто поддельный строительный материал. Покупайте строительные материалы проверенных, известных производителей, даже если они стоят дороже. Качество всегда окупается. Если вы покупаете материал известного бренда, то этот производитель гарантирует определенный уровень качества, независимо от того, где находится производство, в России или за границей, в Европе. Но хотя скажу честно, что материалы, которые производятся в России, по качеству уступают материалам, которые производятся в Европе. Если вы ремонт делаете не сами, а нанимаете какого-то мастера или бригаду, то обязательно с ними советуйтесь, какой материал покупать. Не занимайтесь самодеятельностью, просто мастера привыкают работать с одним материалом, набивают руку, и они знают, как он себя ведет. А если вы экспериментируете, то эти эксперименты могут получиться за ваш счет. У заказчиков иногда бывает психологический шок.
когда они осознают, что стоимость материалов часто бывает ниже стоимости работы. Они покупают штукатурку-стяжку за определенную сумму, приходят рабочие и говорят, что сделать штукатурку и стяжку стоит в 3 раза дороже, чем стоят строительные материалы. К этому психологически надо быть готовым. Когда покупаете материалы в магазине или на рынке, никогда не слушайте, что вам говорит продавец. Вернее, слушайте только что находится в его компетенции. Это ассортимент, цена товара, когда будет и где купить. Но по технологиям, по качеству, по расходу никогда не слушайте эту информацию, потому что у продавца информация с этикетки. Сам он это руками не делает и не может знать, как оно работает. Еще в те времена, в отсутствие интернета и нормальной информации, когда люди приходили на рынок, покупали какой-то строительный материал, и продавец им сразу рассказывал технологию, как шпатлевать или как там собирать стены из гипсокартона. Сейчас те времена прошли, и чаще всего продавцы только вредят. Я вам могу рассказать одну историю. Мы как-то готовили квартиру под покраску, пошпатлевали все стены, все подготовили, но в итоге в конце не сошлись с заказчиком по цене по поводу покраски. Он сказал, что его жена покрасит все бесплатно. Соответственно, мы ей рассказали всю технологию грунтовки, покраски, какие материалы, какие валики. Пришли на объект через 2 недели и ужаснулись. Все стены были реально поцарапаны. Почему? Потому что на рынке, когда она покупала грунтовку, ей продавец сказал, что грунтовка наносится на стены только макловицей. И она по своей глупости поцарапала все стены жесткой макловицей, потому что финишная шпатлевка, она очень легко размыкает от грунтовки. Дополнительную информацию лучше посмотрите на специализированных форумах в интернете или на ютубе. Где покупать строительные материалы? Рынок, сетевые гипермаркеты или интернет? Тут важно понимать, что все строительные материалы у всех продавцов покупаются в одном месте, а именно на заводе-изготовителе. Или, соответственно, у фирмы, которая импортирует материалы в страну. Что касается строительных рынков, я их вообще не люблю и покупаю там только в крайнем случае, когда он находится рядом и мне чего-то не хватает и до другого магазина далеко идти. Во-первых, на рынке высокая цена. Это опять же касается Беларуси, я не знаю, что там происходит в других странах. Во-вторых, когда вы приходите на рынок и говорите, дайте мне 2 мешка шпатлевки, то вы получаете максимальную цену. Надо спрашивать не так, надо спрашивать, сколько у вас стоит такая-то шпатлевка. А когда он называет цену, говорите, что там в начале рынка цена была меньше, и он сразу ее продает вам по цене дешевле. Также абсолютно низкий уровень сервиса. Абсолютная незаинтересованность. Один раз мне на рынке надо было купить 2 нехватающих доски ламината, и вот те люди, которые продают ламинат в палатках, не захотели просто элементарно открывать пачки, чтобы мне продать 2 нехватающие доски. Мотивируя это тем, что маленькое количество, и этим они не хотят заниматься. Также отсутствие нормальных условий для хранения строительных материалов. Единственный плюс рынка — это то, что там много продавцов, и если много точек, если в одной точке нету какого-то материала, его можно купить в другой точке. Сетевые магазины — неплохой вариант для покупки строительных материалов, но чаще всего там высокая цена. С одной стороны, там большой ассортимент, но с другой стороны, все эти инструменты и материалы, они рассчитаны на масс-маркет, и вы там не найдете ничего профессионального, хотя бывают и исключения. В принципе, в таких магазинах бывают акции, и получается, что иногда можно купить те же самые сыпучие материалы по хорошей цене. Далее, покупка материалов через интернет. На данный момент это самый оптимальный, быстрый и недорогой способ покупки строительных материалов. То все основные строительные материалы я покупаю через интернет. Мелочевку докупаю в строительных гипермаркетах по дороге на работу или с работы. Еще надо понимать, что качество строительных материалов не всегда стабильное. Даже у известных производителей от партии к партии бывает теряется качество. Сейчас я вам расскажу интересную историю о том, как меня ругал заказчик за то, что я не украл материалы. Сейчас я стараюсь материалы чуть-чуть недозаказывать, чтобы в конце было ясно, сколько не хватает материала, и потом просто этих несколько мешков довести на легковой машине. Раньше я заказывал материалы, бывало, с запасом, потому что все эти транспортные вопросы, они отнимают очень много времени. И один раз у нас на объекте осталось 4 или 5 мешков штукатурки.
и заказчик нас очень сильно ругал, что это мы за мастера такие, что не можем точно рассчитать штукатурку. На что я ему ответил: наверное, лучше было бы, если бы мы эту штукатурку украли с объекта, тогда бы вы волновались меньше. Вывод такой: всегда лучше материалы чуть-чуть не докупить, нежели чтобы остался большой запас. Еще хочу дать простой совет по подъему строительных материалов, независимо от того, поднимаете вы или грузчики. Часто пакеты приезжают порваны, и у них высыпается штукатурка. Вот из этих вот закладных карманов она бывает высыпается. И для того, чтобы это все не сыпалось в подъезде на пол, просто перед погрузкой надевайте на пакеты вот эти вот одноразовые целлофановые мешочки. У меня они маленькие, но вообще лучше покупать просто большой, чтобы засовывать с одного конца, а не переворачивать, как у меня. Получается, что вы, когда несете мешок в целлофане, у вас ничего не просыпается. И ваш подъезд останется чистым, и его не придется мыть. Ответы на вопросы к предыдущему ролику про перегородку. Самый главный вопрос: почему нельзя было сделать перегородку из гипсокартона? Из гипсокартона перегородку можно было сделать, но по цене она получается относительно дорогой. И я, если честно, не очень люблю эти перегородки из гипсокартона, потому что они не монолитные, они не крепкие. На самом деле кажется вроде все просто, но с другой стороны, для этой перегородки потребовалось бы 20 листов гипсокартона. Поднять их на 5-й этаж очень сложно. Плюс стоимость профиля, плюс стоимость ваты. Плюс надо было снизу залить какую-то площадку для того, чтобы ровно поставить профиль, потому что пол вот такой. Это же касается и потолка. Такие перегородки, на мой взгляд, получаются не очень надежной. Ее можно сделать, если все правильно сделать, она будет относительно ровной, опять же относительно ровной, потому что сам гипсокартон и профили имеют тоже определенную кривизну. В общем, нецелесообразно. Единственное, что эту перегородку надо было собирать не из кривого кирпича, а из блоков. Но перегородка получилась очень крепкой. Если бы у меня было малейшее сомнение о том, что что-то может упасть или какая-то есть ненадежность, то я бы эту перегородку, конечно, разобрал и сделал бы новую. Но у меня получился прокол только во времени, а по крепости она получилась очень крепкая. Каменщики заслуженно в комментариях мне дали пиздюлей, но с некоторыми моментами я не согласен. Я не согласен с тем, что каменщику не нужен лазерный уровень, или что каменщик не режет кирпичи болгаркой. Очень, кстати, удобное приспособление получилось и легко режется. Я знаю, что очень многие работают консервативно и, в принципе, просто люди такие. Я когда пришел на стройку, я сразу же купил себе лазерный уровень за $500 Bosch, и мне коллега, с которым я работал, который уже на стройке работал лет 5, он сказал: ты что, больной что ли, зачем он тебе нужен? Он нужен только для того, чтобы отбить по углам подвесной потолок. Я так подумал: потратил столько денег и зря его купил, потому что опыта у меня не было. А сейчас я понимаю, что по лазерному уровню можно делать абсолютно все. Выставлять маяки, потолки, плитка. В общем, все работы, которые делаются на стройке, они делаются с лазерным уровнем. Также в комментариях советовали уровень размещать не на полу, а на площадке под потолком, чтобы его не переставлять и он светил сверху. Это действительно удобно. Еще один популярный вопрос про змеевик. Почему не поменяли змеевик? Змеевик будет меняться, но вместе со всей сантехникой. Сантехнику никогда нельзя делать до штукатурки. Надо сначала поштукатурить все стены санузла, а потом уже переделывать сантехнику. Потому что все фитинги и водорозетки надо поставить на уровень новой штукатурки. Там осталось снизу пространство, и свободно можно подлезть и сваркой, и клубом, и никаких проблем в этом нет. Ролик подошел к концу. Если вам понравилось, то, конечно же, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, нажимайте на колокольчик. Желаю всем хорошего настроения. До новых встреч! Сейчас за бортом температура 35 градусов. Наверное, видно, что я весь мокрый. Мы вчера заштукатурили 40 квадратов штукатурки при 30-градусной жаре. И сегодня я решил сделать выходной и запилить ролик, который давно планировал и все откладывал на потом.